Друзья, всем привет! На улице конец весны, конец мая, отличная погода, и это значит, мы опять проводим время на даче. И сегодня я вам хочу рассказать, как мы будем обслуживать нашу газонокосилку. Поехали! Трава прет, конечно, неимоверными темпами. Кошу раз в неделю стабильно. Только скосил под 3 сантиметра. Через неделю трава уже чуть ли не по колено. И одуванный пруд, и все подряд. Просто ужас. А территория у нас достаточно большая, как я уже рассказывал, у нас примерно 22 сотки. И все это зеленка, мы все это постоянно косим. Ну, хочется, чтобы было красиво. Именно для этих целей брали газонокосилку. А газонокосилка у нас Eco LG 633. Классная газонокосилка, 46 сантиметров дека, она причем металлическая и самоходная, это обязательно. Про эту газонокосилку я уже подробно рассказывал. Вещь показала себя достаточно хорошо, хоть и поменяли в ней самоход в конце сезона по гарантии. Но все же, очень большой участок, неровный, скачем по буграм и ямам, и это, наверное, все-таки дает о себе знать. А сегодня мы полностью обслужим эту газонокосилку. Для полного ТО нам потребуется несколько вещей. В первую очередь нож. Нож за сезон, конечно же, затупился в хлам. Хоть я его постоянно и подтачиваю болгаркой, но все же новый нож не помешает. Обязательно заменим воздушный фильтр. Старый воздушный фильтр уже подизносился и достаточно сильно забился и пылью, и грязью. Причем он еще почему-то весь в масле. Возможно, это летит обратно из цилиндра. Артикул фильтра вот такой. Кому будет полезно, пожалуйста, ищите. Также заменим еще одну гаечку, которая крепит у нас рукоятку. Почему-то одна из гаек у меня постоянно раскручивалась на ходу. Вот и артикул, кстати, гайки, кому будет нужно. Я ее постоянно поджимал, и в один прекрасный момент она еще в придачу и лопнула пополам. После этого ее уже толком и не подожмешь. Гайка стоит сущие копейки, меньше $1. Заказал, через пару дней пришла, открутил, закрутил. В общем, меняем. И, конечно же, масло. Масло родное Эко для четырехтактных двигателей. Кстати, и нож, и фильтр, и гайка – все это родные эковские запчасти. Все это вполне доступно, все это можно найти, заказать и купить. Поэтому будем покупать все родное. Ну а по маслу это масло Эко для четырехтактных двигателей газонокосилок. Оно специально для этого предназначено. Покупается литр, а заливаться будет 400 грамм. Начнем с замены масла. Чтобы поменять масло, нужно выкрутить пробку, которая же является еще и щупом, и через него просто слить, потому что никаких сливных других отверстий в газонокосилке в принципе нет. Для удобства возьмем какую-нибудь мисочку, откручиваем пробку заливной горловины. И, наклоняя газонокосилку, начинаем сливать масло. Ну, вот такой вот достаточно простой метод. То есть ничего не нужно откручивать, никаких сливных пробок нет. Есть только заливная горловина, она же в нашем случае и сливная. Сливаем масло все полностью, все, что выйдет, все 400 грамм. Маслице, как видим, чернее гуталина. При этом в нем еще такое ощущение, что какой-то серебристый отблеск есть. Может, уже из цилиндров натерло. Но меняем, конечно же. Дальше через это же отверстие сливной, она же заливной горловины, будем обратно заливать масло. Для этого возьмем вот такую вот удобную леечку и через нее будем наливать масло. На самом деле заливная горловина находится не очень удобно. И если у вас нет вот такой вот обычной бытовой леечки, то помучиться с заливкой придется. Первый раз я вообще заливал 50-граммовой рюмочкой, при этом замазал всю газонокосилку в масло. Ну да ладно. Немножко приноровившись, вот такой вот обычной бытовой леечкой заливаем масло. После того, как залили нужное количество масла, берем нашу пробочку, она же щуп, вкручиваем обратно, достаем и проверяем уровень.
Напомню, в мотор заливается 400 грамм. Достаем щуп и видим то, что щуп полный. Нужно налить масло до отметки H. Так сказано в инструкции. Картер должен быть полным. Протираем, вкручиваем обратно. С маслом все. Во время замены масла я еще поменял нож. Нож лучше менять, когда масло и бензин из косы слиты. Опрокидываем ее на бок, выкручиваем вот этот вот болт головкой на 17 и ставим новый нож. Выкручивается, кстати, очень сложно. Следующим шагом у нас идет воздушный фильтр. Воздушный фильтр находится в этой коробочке. И как видим, здесь точно такой же фильтр, как мы купили. Хотя по каталогу почему-то идет другой. Этот у нас он весь грязный, он отработал сезон, весь в пыли, весь в каком-то масле. Пропускает он, наверное, уже так себе. Новый, конечно же, вот идеально новый, идеально чистый. Как я уже сказал, по каталогу именно на эту газонокосилку почему-то бьется другой фильтр. Там такая штука просто круглая, как кольцо из поролона. Но это совсем не то, чего хотелось бы. Данный фильтр надо искать по каталогу на косу с моделью LG733. И она как раз кроссится с LG633. Там одинаковая система фильтрации воздуха. В общем, берем, вставляем новый, закрываем крышку и погнали дальше. А дальше не мешало бы проверить свечу. Свечу новую на самом деле в этот раз я не купил. Просто забыл, хотя можно было бы ее и поменять. Вроде и заводится нормально, и работает хорошо, но вы же понимаете, это до поры до времени. Свечку тоже нужно менять, хотя бы раз в сезон. И, наверное, я сделаю это на следующих выходных. А в этот раз мы ее просто проверим. Свечной ключ к этой косе, конечно же, идет в комплекте. Достаем его, выкручиваем свечу и смотрим, что же с ней. Но по факту свечка как свечка. Да, немного грязная, мы ее минимально почистим и поставим обратно. Еще поработает. В инструкции написано, что в свече надо проверять зазор. Зазор должен быть от 0,7 до 0,8 мм. На глаз, посмотрев, понятно, что там что-то в районе этого значения. Не 1,5 мм и, наверное, и не полмиллиметра. Может быть, эти 0,8 и есть. Но, повторюсь, свеча отработала сезон, отработала много моточасов. Я кашу долго, раз в неделю, по 3 часа точно, свои 22 сотки. И, наверное, свой ресурс она уже все-таки выработала, потому что она достаточно черная. Поэтому в следующий раз купим, поставим новую. Лишним не будет. И еще один момент. Обязательно, когда откручиваете нож с газонокосилки, провод со свечи должен быть снят. Иначе вы ее можете просто завести, как ротор самолета крутанув, как будто бы вот как раньше его заводили. Поэтому обязательно снимаем со свечи провод и после этого уже начинаем откручивать нож. Техника безопасности прежде всего. Ну вот, газонокосилка полностью обслужена. Мы поменяли воздушный фильтр, поменяли масло, поменяли нож. Нужно было бы поменять свечу, но мы ее просто достали и прочистили и вставили обратно. Заправляем полный бак свеженького бензина и погнали работать. Газонокосилка приобретение все-таки очень классное. И если у вас ровный или не очень ровный участок, как, допустим, у меня, ровный он у меня только спереди, а задняя часть участка достаточно неровная, и кротами помученная, и ямок много, и так далее, там всегда были огороды. В общем, приобретение классное. А когда вы косите, вам не нужно таскать эти тяжести за спиной. Вам прям в ухо не орет мотор от обычной бензокосы. Покос всегда ровный, всегда одинаковой высоты. Вы выставили нужную вам высоту. Допустим, перед участком я кошу всегда под 3 см. Дальше, где у меня совсем неровная, это задняя часть участка. Там я поднимаю косу на 6 см и кошу уже там даже с боковым выбросом. Здесь же, перед двора, я кошу всегда в мульчирование. Мульчирует хорошо, траву перебивает полностью в пыль, по участку ничего не залеживается. И не нужно постоянно ходить чистить, выбрасывать травосборник. Это на самом деле напрягает.
Если сравнивать покос газонокосилки и обычной бензокосы, то поверьте, это небо и земля. Я всю жизнь косил обычной бензокосой, и последние 2 года работаю именно газонокосилкой. И результат налицо. Идеально ровный двор. Просто вот идеально ровный двор. Это смотрится вживую, ну, вам не передать. Это очень круто. И по времени, кстати, быстрее я справляюсь с газонокосилкой, чем обычной бензокосой. И бензина меньше жрет. Чтобы 22 сотки полностью мне обкосить, я трачу, ну, буквально 1,5 литра бензина на все это дело. Не нужно покупать двухтактное масло, заливать в бензин. Тут льется чистый бензин и больше ничего. И, конечно же, не нужно таскать эту огромную косу на плечах. После нее не болит спина. Здесь у вас ощущение после как пешей прогулки. Вы нажали ручку, самоход поехал, и просто ходите, гуляете по двору за косой. В общем, и работа делается, и легкий спорт. Приятное с полезным. Ну, а вот красавец уже отработал. Весь грязный, весь пыльный. Сейчас мы его почистим, помоем и обратно в сарай до следующих выходных. Ну и вот результат. Как видите, все идеально ровно. Причем здесь поверхность очень неровная. Здесь много ям, много кротов. Здесь когда-то были грядки, там было все перепахано. А во дворе покос под 3 сантиметра. Здесь все в идеале. Ну вот как-то так. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, покупайте себе классные вещи, а мы продолжаем. Всем пока!